Спонсор видео — магазин цифровых товаров zakazaka.com. Лучшие цены на компьютерные игры и не только. Гарантия 100% и моментальная доставка. Ежедневные раздачи дорогих игр и конкурсы. Zakazaka, ссылки в описании. Всем привет! В этом видео решил вернуться к истокам и сделать новый блочный лук из игры Rust. Для этого мне понадобится распечатанный шаблон и 3D-модель блочного лука. Такой размер для лука я выбрал неспроста. Главным условием было сделать рукоятку под размер моей руки, и чтобы сверху свободно проходила стрела. Саму рукоятку я буду делать из 5-мм пластины, которую вырезал из швеллера. Перенес размер с помощью линейки и карандаша и вырезал все это дело болгаркой. Такую толстую пластину без специального инструмента не согнуть, и я решил поступить проще. Сделал надпилы в местах сгиба и согнул деталь по ним. После окончательной формовки проварю надпилы сваркой. Следующую деталь вырезал из шаблона и обвел ее на деревянном бруске толщиной 40 мм. Вырезал деталь лобзиком, грубой пилкой по дереву. После этого придал заготовке окончательную форму на ленточно-шлифовальной машине. В рукоятке просверлил отверстие для крепления к ней деревянных деталей. Чтобы при натягивании тетивы деревянные заготовки не ушли со своего места, нужно сделать шип-паз в дереве, а на рукоятку приварить пару металлических полос. Фиксация будет происходить с помощью 14-мм шпилек. Для того, чтобы сделать точные пазы под рукоятку, я сначала прижал пластину к дереву. Получился отпечаток, по которому я и сделал пазы с помощью реноватора, или еще как его называют, электростамеска. Соединение деталей получилось прочным и, я думаю, выдержит нагрузки. Далее приступил к изготовлению накладок, которые будут держать плечи лука. Их я сделаю из 40-мм пластины. Отпилил от полосы две детали, потом в каждой из них вырезал по окну. Сварил все вместе и примерил накладку к рукоятке. Плечи для лука будут сделаны из рессоры, так как сталь в ней отлично подходит для таких вещей. Отпилил от рессоры кусок и разрезал его вдоль на две части, между которыми на конце будет находиться блок. Совместил накладку вместе с плечом и просверлил в них два отверстия. Я думаю, если сделать как в оригинале одно крепежное отверстие, то вибрация при выстреле вырвет плечо из дерева. Для крепления буду использовать сантехнические шпильки. Для них в древесине просверлил отверстия. Все собрал и перешел к изготовлению блока для тетивы. Его я сделал из текстолита, тем самым постарался хоть как-то облегчить этот узел.
на токарном станке сделал паз под тетиву. Для крепления блока приварил две пластины на плечо с просверленным в них отверстием. В блок вставил алюминиевую втулку для лучшего скольжения блока по оси. Втулка должна быть немного шире блока, чтобы плечи при закручивании шпильки не сжимали его. На концах шпильки будут находиться металлические гайки-заглушки, к которым будет привязываться тетива. Эти детали я тоже изготовил на токарном станке. Гайки будут прикручены на шпильку через деревянную проставку. Перед тем, как натянуть тетиву, нужно сделать защиту руки, на которой будет находиться прицел, и еще в ней будут просверлены отверстия для стрелы. Защиту я сделал из довольно-таки толстой полосы, ее я тоже отрезал от боковой части швеллера. Чтобы загнуть полосу в нужных местах, использовал сварку, разогревал место сгиба электродом. После сгиба болгаркой сточил все сварочные наплавления. Затем просверлил в детали отверстие под стрелу. Приварил защиту к рукоятке. Прицел сделал из обрезка трубы, а целеуказатель из половинки гвоздя. В качестве тетивы буду использовать 6-мм зеленый шнур. Чтобы узлы не развязались, склеивал их секундным клеем. Работы по изготовлению лука из игры Rust подошли к концу. Теперь осталось провести тесты, как этот лук стреляет в реальной жизни. Осень у меня наступила раньше времени, и придется проводить тесты в помещении. Но думаю, характеристики лука будут понятны. Блочный лук стреляет хорошо, но его большой вес больше 5 кг мешает стрельбе. Не каждый сможет держать его на вытянутой руке. Запущенная из него стрела пробивает подкладку мишени и гипсокартон 12 мм, но арбуз для стрелы не является вообще никакой преградой. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Увидимся в следующем видео.